Если говорить очень образно, то мы все препараты, которые у нас есть, можем разделить на две большие группы. Это препараты для кашля и препараты от кашля. Но в любом случае обе эти группы служат для одной цели – для управления кашлем. Чего же мы хотим, когда к нам обращается пациент с кашлем? Во-первых, мы хотим, конечно, уменьшить проявление этого симптома. Мы хотим облегчить его состояние в общем, потому что мы понимаем, что кашель сопровождается с незначительным влиянием на качество жизни пациента. Ну и, конечно, мы хотим восстановить его трудоспособность. В этом плане нам может помочь немедикаментозная терапия, прекращение курения, хотя это очень сложно порой добиться от пациента, но нужно сказать, что прекращение курения практически устраняет кашель в 70% и облегчает в 17% случаев, причем пассивное курение также считается в этом случае. Обеспечение достаточной влажности воздуха, особенно когда работают полностью батареи центрального отопления, воздух очень сухой, в этом случае слизистая очень активно испаряет влагу и быстро высыхает. Это ежедневное потребление жидкости адекватное, не менее 1,5–2 литров. И, конечно, это отмена провоцирующих кашель препаратов, мы хорошо знаем об ингибиторах АПФ, но нужно отметить, что иногда кашель могут давать даже сортаны, которые вроде бы не должны реализовывать механизм прокашлевого действия, характерный для ингибиторов АПФ, но тем не менее такое бывает. Это нитрофураны, ренессанс которых наблюдается сейчас в лечении особенно инфекций мочевыводящих путей и инфекций желудочно-кишечного тракта. Механизмы возникновения кашля также можно условно разделить на несколько групп, но если не брать особые отдельные механизмы, центральные механизмы, а периферические, связанные с внебронхиальными механизмами, то здесь мы можем сказать, это важный элемент рефлекторных воздействий, в частности, раздражение чувствительных нервных окончаний, это воздействие на чувствительные рецепторы. И в этом случае, в принципе, имеются большие подвижки в плане создания новых противокашлевых препаратов периферического действия, которые, практически не влияя на секретируемую мокроту, могут быть использованы для корректировки сухого кашля. Но в то же время мы понимаем, что бороться с сухим кашлем можно не только с помощью препаратов, которые появятся впоследствии, но и с помощью препаратов, которые есть у нас сейчас. Как же выбрать препарат при сухом кашле? Как же выбрать препарат, собственно, от кашля? Здесь у нас есть две большие группы препаратов. Это препараты центрального действия противокашлевые и периферического действия. Но у нас также еще есть большая группа мукоактивных препаратов, которые тоже иногда используются при сухом кашле. Выбор на самом деле достаточно сложен. Мы предложили следующий алгоритм, который основан на степени влияния на состояние пациента. Если этот сухой кашель нарушает сон и повседневную деятельность, то в этом случае ему показан противокашлевой препарат. Кашель нужно подавить, а потом начинать с ним бороться с точки зрения регуляции продукции бронхиального секрета, его свойств. Если же он не нарушает сон и повседневную деятельность, тогда препаратами выбора являются экспекторанты. Чуть дальше мы поговорим о том, какие же мукоактивные препараты есть на сегодняшний день на рынке. Но вот экспекторанты при сухом кашле могут дать свой эффект. И мы в принципе знаем, что огромное количество из самых старых, тех же самых микстур от кашля, и новых, и модных препаратов, это все суть одна. Это экспекторанты. Препараты, которые увеличивают продукцию жидкого подвижного секрета. Да, и вот в данном случае экспекторанты, если кашель не нарушает сон и повседневную деятельность, то есть, скажем так, кашель небольшой или умеренный, мы можем вполне добавить. Нужно при этом учитывать, что экспекторанты выраженность кашля обязательно увеличат. Поэтому при очень сильном кашле, когда есть нарушение сна и повседневной деятельности, они, конечно, нам не очень помогут. Это могут быть местные регидратанты, в частности, ингаляции с бикарбонатом натрия, с эфирными маслами, которые тоже будут действовать как экспекторанты, но уже немножко другие, как раздражающие препараты. Если же сухой кашель нарушает сон и повседневную деятельность, тогда нас будет интересовать выраженность этого нарушения. Если это умеренное нарушение, то есть ночной сон не нарушен, но есть нарушение дневной деятельности повседневной, тогда препараты центрального и периферического действия, имеется в виду бутамират, у которого есть оба эти компоненты, но не опиоидные, и периферического действия приноксдиазин.
Вот в этом случае нам не нужно влиять на центральные механизмы формирования кашля, мы вполне можем подавить его за счет периферического звена, так как выраженность кашля тоже не настолько велика, чтобы вызвать самый главный критерий, да, применения противокашлевых препаратов – это нарушение ночного сна. Если же нарушение ночного сна есть, мы понимаем, что стимуляция достаточно выраженная. И тогда кашель нужно подавлять. И тогда препараты центрального действия, на сегодняшний день их очень мало осталось. Вот то изобилие комбинированных препаратов, которое было в 90-х, 2000-х годах, оно, конечно, ушло стараниями ограничительных наших мероприятий. И кодеин, и декстромиторфан, да, достаточно остались двумя препаратами в комбинациях чаще всего, которые используются как противокашлевые. И вот они в этом случае могут быть одними из препаратов выбора. Другая группа препаратов – это препараты для кашля. Почему? Потому что они усиливают всегда кашель на первом этапе их применения, потому что они влияют на подвижность мокроты, либо на объем и подвижность мокроты, либо на вязкость мокроты. Но зато они тогда восстанавливают мукоцилиарный клиренс, или же они увеличивают толщину золевого слоя, вот этого легкого подвижного слоя, перицилиарного, где, в общем-то, и происходит основное биение ресничек. Либо же они изменяют вязкость и уменьшают адгезивность гелевого слоя, того, который лежит на перицилиарном слое и который более плотный. Да, и он обеспечивает вот эту вязкость и адгезивность гель-слоя, прилипчивость этого секрета. Соответственно, все препараты могут влиять по-разному на бронхиальный секрет. И в зависимости от этого мы их можем разделить на три большие группы. Это препараты, которые влияют как раз на золевый компонент. И здесь, безусловно, экспекторанты, классические представители. То, что мы раньше называли отхаркивающими. Ну, и иногда так и называем, но наукообразно в медицинской литературе и в классификациях мы теперь их называем экспекторанты. Да, это то, что влияет на золевый слой. Вторая группа – это то, что влияет преимущественно на гелевый слой. И вот сюда входят три фармакологических блока. Это муколитики, мукорегуляторы и мукокинетики. К сожалению, до настоящего времени нет окончательного, скажем так, твердого размежевания по препаратам. Почему? Потому что в англосаксонской литературе Северная Америка, Западная Европа, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия принята несколько иная классификация от той, которая есть у нас. Но нужно сказать, что наша классификация, которая предлагалась еще в 70-х, 80-х годах, она, к сожалению, безнадежно устарела. И поэтому, когда мы сталкиваемся с этим изобилием препаратов, мы понимаем, что те знания, когда все сваливалось в одну группу муколитики, они уже не отвечают тому, что мы имеем на сегодняшний день в плане количества препаратов, в плане знания их механизмов действия. Поэтому эти препараты рационально разделить на три группы, и они достаточно сильно отличаются. Если мы посмотрим современную, скажем так, рекомендации, современные обзоры, в том числе отечественных авторов, известных специалистов, пульмонологов, то мы увидим, что да, действительно мы подошли к необходимости деления препаратов вот именно на эти три группы. Муколитики, мукорегуляторы, мукокинетики и отдельно экспекторанты, стоящие, влияющие на золь-слой. Ну и, наконец, препараты, которые стимулируют мукоцилиарный клиренс, если выделять патогенетические механизмы. Таким свойством обладают мукокинетики. Они являются непрямыми стимуляторами. И, наконец, есть группа прямых стимуляторов, это бета-2 адреномиметики. Ну, кстати сказать, еще метилксантины обладают таким свойством, но в управлении кашлем мы их практически не используем из-за очень узкого терапевтического интервала, из-за небольшой разницы между терапевтическими эффективной концентрацией и токсической концентрацией в плазме, и ускользание эффекта, и взаимодействие практически со всем, что используется одновременно с метилксантинами. Итак, если говорить о мукоактивных препаратах, первая группа – это муколитики. К муколитикам относятся сейчас те препараты, которые влияют в просвете бронхов. Раньше иногда говорили, когда все было одной группой большой, мы говорили просветные муколитики, непросветные муколитики. Сейчас мы так не делим, мы говорим о том, что муколитики – это то, что влияет в просвете бронхов. Мало влияет на секрецию, но влияет на то, что уже секретировано.
Это ацетилцистеин и это эрдостеин. Это препараты, которые преимущественно влияют на гелевый слой. Там они в просвете деполимеризуют мукополисахариды, они разрушают третичную структуру бронхиального секрета, но количество бронхиального секрета при этом практически не меняется. Туда же еще относят и дарназу альфа, которая принципиально действует так же, но обладает более узким спектром действия. Следующая группа – это мукокинетики. Это препараты, к которым относятся препараты прямого действия, это бета-2-адреномиметики. И непрямого действия – это бромгексин и амброксол. Но учитывая, что бромгексин метаболизируется в организме до амброксола, то фактически мы говорим об одном также препарате. В чем особенность мукокинетиков? Они влияют как на состав образующегося секрета, в основном на гелевый слой. Да, в частности, они ускоряют слияние везикул и лизосом, деполимеризуют формирующиеся там муцины, влияют на продукцию кислых муцинов. И вторично, за счет того, что снижается вязкость образующегося секрета, они стимулируют мукоцеллярный клиренс. Прямые мукокинетики, в частности бета-2-адреномитики, могут влиять и непосредственно на мерцательные эпителии, на биение ресничек. И существует несколько работ, подтверждающих как экспериментальных, так и клинических, которые подтверждают, что действительно бета-2-метики, в частности сальбутамол, сальметирол, могут влиять на мукоцеллярный клиренс. Они ускоряют мукоцеллярный клиренс, являясь прямыми мукокинетиками. Ну и, наконец, если говорить об объеме секрета, они увеличивают количество секрета. Конечно, не так, как экспекторанты, но все-таки. Да, и они увеличивают подвижность бронхиального секрета. Следующая группа – это мукорегуляторы. Мукорегуляторы регулируют синтез секрета, уменьшают его гиперпродукцию. К мукорегуляторам относятся в первую очередь карбоцистеин. Это если говорить о препаратах для управления кашлем, таким достаточно часто используемым. Но если рассматривать с точки зрения лечения Хоббл, то туда же относятся М-холиноблокаторы, глюкокортикоиды ингаляционные и макролиды. Так или иначе, они влияют на объем мокроты и несколько уменьшают ее количество, что очень важно для больных с хронической обструктивной болезнью легких. Эти препараты восстанавливают образование нормального секрета и вторично улучшают мукоцеллярный клиренс. Они уменьшают число бакаловидных клеток слизистых желез, что приводит к уменьшению образования слизи. Это отличительная черта этих препаратов. Они практически никогда не увеличивают количество отделяемой мокроты. Да, и даже могут уменьшать ее количество. Ну и, наконец, оказывают противовоспалительное действие при длительном использовании, и, в частности, именно у пациентов с Хоббл было показано их противовоспалительное действие. Правда, есть противовоспалительное действие еще и у муколитиков, но тоже показано только при Хоббл в первую очередь, но имеет значение при Хоббл. Ну и, наконец, экспекторанты. Экспекторанты – это отхаркивающие препараты. Они увеличивают и объем секрета, и его гидратацию чаще всего. То есть они влияют на золевый слой, а за счет этого облегчается тоже биение ресничек и увеличивается продукция секрета за счет жидкой части. Секрет становится обильным и легко отделяющимся, поэтому, как правило, они всегда увеличивают кашель. Экспекторантов очень много. Есть препараты рефлекторного действия, как вы помните, есть резорптивного. Резорптивного – те, которые всасываются и затем выделяются через бронхи, увлекая с собой жидкость и таким образом делая секрет более подвижным. Препараты рефлекторного действия, они влияют на гастропульмонарный мукокинетический вагусный рефлекс и таким образом увеличивают отхождение мокроты через стимуляцию вагальных механизмов. Но есть, наконец, местные регидратанты и секретолитики, которые, гидратируя бронхиальный секрет, увеличивают также его подвижность. Классическим эталонным отхаркивающим препаратом, экспекторантом, является гвайфеназин. В принципе, раньше его относили к таким гибридным экспекторантам, говорили, что у него есть свойства и мукокинетика, и экспекторанта. Но действительно так и есть, он уменьшает, с одной стороны, вязкость секрета, увеличивает его продукцию, но одновременно уменьшается и число несколько слизистых клеток, увеличивается мукоцеллярный транспорт. Но сейчас все-таки мы говорим о том, что это классический такой эталонный резорбирующийся
отхаркивающий препарат. Гвайфеназин у пациента работает только у пациентов, у которых есть признаки воспаления. Исследования показали, что только в случае наличия воспаления в слизистой оболочке этот препарат будет оказывать свой эффект. В то же время у здоровых пациентов он практически не дает такого эффекта. Из-за высокой эффективности и безопасности этот препарат является одним из ключевых препаратов, которые продаются, допустим, в Западной Европе, в Соединенных Штатах, занимая почти половину рынка. Вот красным выделены это препараты гвайфеназина. Нужно отметить, что вторую половину занимают как раз противокашлевые препараты центрального действия, это декстромиторфан. Итак, как же выбрать нам препарат при влажном кашле? В первую очередь мы будем ориентироваться, на количество мокроты. У нас нет других алгоритмов, которые позволили нам эмпирически выбрать тот или иной препарат. Если речь идет о небольшом количестве мокроты, до 100 мл в сутки, тогда то, о чем я уже говорил, здесь место в первую очередь препаратов, которые будут увеличивать продукцию мокроты. Это фиксированные или не фиксированные комбинации экспекторанта. В частности, могут быть с мукокинетиком и прямыми мукокинетиками. Да, и вот классическая комбинация, которая уже говорилась, комбинация бромгексина, гвайфеназина и сальбутамола, аскарил, является как раз вариантом выбора для таких пациентов. Местно возможны ингаляции с бикарбонатом. В том случае, если речь идет о умеренном количестве мокроты, то в этом случае мы уже можем использовать мукокинетики. Да, в частности, это может быть амброксовый бромгексин, и можем использовать муколитики для таких пациентов. Одновременно, если это пациенты-курильщики или пациенты с ХОБЛ, можно использовать мукорегуляторы, они являются одними из препаратов выбора. Ну и, конечно, ингаляционная терапия остается. Я прошу прощения. Ну и, наконец, если имеется у пациента большое количество мокроты, более 300 мл в сутки, тогда используем мукорегуляторы. Препаратом выбора будет карбоцистеин у таких пациентов. Когда можно использовать комбинированные мукоактивные препараты? Ведь на сегодняшний день они составляют огромную часть фармацевтического рынка. Во-первых, тогда, когда есть несколько симптомов одновременно. Но при кашле чаще всего есть как раз несколько симптомов. Есть, собственно, кашель и есть измененная мокрота. Поэтому это позволяет нам использовать сразу комбинированный препарат для управления кашлем. Не более 3 активных ингредиентов из различных фармакологических групп. И это проблема. Почему? Потому что они редко комбинируются, препараты из одной фармакологической группы, а это не дает потенцирования эффекта. Почему? У них одна и та же точка приложения. В этом случае они конкурируют за одни и те же механизмы, и увеличение фармакологического эффекта не происходит. Каждый активный ингредиент должен присутствовать в эффективной и безопасной концентрации, но это и позволяет снизить количество лекарственного вещества в таком комбинированном препарате. Ну и, конечно, нужно учитывать возможные неблагоприятные реакции. В прошлом году мы провели анализ тех препаратов, которые есть на сегодняшний день на рынке в качестве средств управления кашлем. Что оказалось? Оказалось, что большая часть комбинаций – это комбинации в чистом виде только отхаркивающих препаратов. Да, взгляните, если посмотреть, то это подавляющее число препаратов. Да, то есть то, где используются только отхаркивающие средства. Вот они все. Иногда к ним добавляются противокашлевые препараты, но это проблема, которая, вернее, особенности этой комбинации, они обсуждались несколько лет назад достаточно активно. Да, они добавляются в первую очередь для того, чтобы не дать сильно увеличиться кашлю. Когда мокроты станет больше, пациент начнет кашлять сильнее. Соответственно, чтобы не дать увеличиться сильно кашлю, добавляется противокашлевой препарат. Но здесь есть и другая проблема. Мы можем достичь такого состояния, когда кашель подавим сильнее, а мокрота-то будет продуцироваться дальше. И тогда кашель подавляется, мокрота начинает затекать в нижние отделы легких, особенно если речь идет о лежачих больных,
ослабленных пациентах, пожилых, детях. То есть здесь вот с такими комбинациями всегда нужно быть очень осторожным. Ну и, наконец, есть комбинации, те, которые теоретически как раз отвечают эталонным комбинациям, да, то есть они содержат препараты из разных фармакологических классов. Да, ну, в частности, это может быть мукокинетик, да, прямой, то есть напрямую стимулируют реснички. Непрямые облегчают, вернее, изменяют состав секретируемого бронхиального секрета. Да, он становится более легким, менее адгезивным. И экспекторант там облегчает, увеличивает объем его и облегчает отхождение. Да, то есть вот такие комбинации типа аскарила, они являются на самом деле примером рационального комбинирования с фармакологической точки зрения. И в этом случае мы достигаем аддитивного эффекта между всеми этими препаратами. Почему? Потому что бромгексин уменьшает вязкость, поверхностное натяжение, адгезивность. Гвайфенезин поддерживает реологические свойства, увеличивает количество бронхиального секрета, да, делает его более водянистым. И сальбутамол улучшает мукоциллярный клиренс, увеличивает мукоциллярный клиренс. Ну и если есть гипертонус бронхов, он его снизит. Как мы помним, на нормотонус бронхов сальбутамол не влияет, он не снижает тонус еще больше, чем он есть. Поэтому такая комбинация, естественно, является рациональной.